Сбрось с себя земные оковы, войди в пустоту пустым и стань ветром. Те, кто достиг нижней точки, открыты великим переменам. Ты не сможешь бороться с будущими врагами, если не отделалась от прошлых. Я Аватар! Смиритесь с этим! Всякий, кто нарушит наши границы или встанет у нас на пути, будет сокрушен. Когда я вспоминаю легенду о Корре, то первое, что приходит мне в голову, это глубокие идеи этого мультсериала. Смысловая нагрузка и глобальные проблемы человечества, затронутые в легенде о Корре. Проблемы выбора политического строя, посттравматический стресс, депрессия, развитие человека как личности, взросление и еще много безусловно важных проблем. Каждый из 4 сезонов Корры имеет своего отдельного антагониста, который олицетворяет какую-то конкретную политическую концепцию. Тут у нас и коммунизм, теократия, анархия и деспотизм. В то время как в легенде о Банге нам демонстрировали постепенное развитие многих персонажей, у которых была одна общая цель на все 3 сезона, в легенде о Корре вся история крутится лишь вокруг одного персонажа. Именно этот герой объединяет все 4 сезона, и этим персонажем является сама Корра. В то время как в легенде о Банге авторы сделали историю максимально комплексной и показывающей дружбу героев и поиск судьбы сразу нескольких из них, то в легенде о Корре авторы решили сфокусироваться только на одном герое. Чтобы лучше понять Корру, я структурировал это видео максимально лаконично. Также скажу сразу, что в этом ролике я полностью абстрагировался от различного рода сюжетных дыр легенды о Корре. То есть, я не буду останавливаться на каких-то недостатках этого мультсериала. Разнести Корру я еще успею. А сегодня давайте посмотрим, почему легенда о Корре глубже, чем ты думаешь. Когда мы впервые встречаем Корру, то сразу же видим, что она грубая, агрессивная и не такая уж сопереживающая, как Аанг. Она прожила более 16 лет на Южном полюсе, при этом ни разу не побывав на континенте. В то время как все остальные аватары до нее всегда путешествовали вокруг света, дабы научиться всем 4 стихиям и изведать мир, в котором им необходимо будет хранить равновесие. Корра просто была заперта на Южном полюсе. Ее огородили от внешнего мира и создали для нее некий мани-мирок, где нет ни мирской суеты, ни глобальных проблем. Здесь Корра выступает в роли ребенка, родители которого оберегают ее от всего, от любых проблем, с которыми она может столкнуться, а также от ужасов внешнего мира. И это именно то, что происходит с многими детьми и подростками в нашем мире. Родители запрещают ребенку делать что-то самостоятельно. Это не позволяет подростку развиться и столкнуться с реальным миром. И поскольку авторы вдохновлялись восточной философией, то я практически на 100% уверен, что данная идея была взята из легенд о Будде, отец которого оберегал его от внешнего мира, что в итоге заставило Будду сбежать со дворца и изведать мир самостоятельно. Что происходит и с Коррой? Она больше не может находиться на Северном полюсе и решает изведать мир. Будучи не знающей, что происходит в цивилизованном обществе, она рушит часть города и предстает пред нами как абсолютно недалекий персонаж. Мне не нравится, когда сравнивают Аанга и Корру, ведь они изначально разные герои с разными проблемами. Если Аангу необходимо было спасти мир от племени огня, то Корре просто необходимо было быть хорошим аватаром, и как раз здесь она и не справилась. Вся сюжетная арка Корры в большей степени напоминает арку Зуко, нежели Аанга, и авторы не брезгуют создавать очевидные параллели между ними. Я очень рад из-за этого, ведь арка Зуко лучший аватар легенды о Банге. Как я уже сказал ранее, Корра не сведуща ни в чем. Она имеет некоторые базовые идеи у себя в голове, но у нее нет какой-то конкретной идеологии. И как раз таки здесь и начинается ее путь становления как аватара. Из героя без конкретных ценностей она превращается в персонажа, который обретает свою идеологию посредством столкновения со своими врагами. И где-то здесь мне необходимо будет ввести несколько понятий. Идея всей легенды о Корре строится на понятии синтеза. В нашем случае под синтезом подразумевается слияние двух противоположных идей. Синтез — это слияние тезиса и антитезиса. Наверняка вы слышали об этом в школе. Тезис — это какое-либо утверждение, к которому кто-либо придерживается. Предположим, что у вас есть друг, скажем, Дамир, который глубоко убежден, что легенда о Корре — это трэш и бессмысленный мультсериал. Это и есть его тезис. В то же время вы уверены в том, что Корра — это хороший мультсериал с глубоким смыслом, и это является антитезисом. В процессе спора с Дамиром вы узнаете его аргументы и, возможно, соглашаетесь с некоторыми из них. В то же время Дамир принимает некоторые ваши идеи, и каждый, исходя из этого, делает свой собственный вывод. Этот вывод и будет синтезом. В легенде о Корре тезисом всегда выступает сама Корра, в то время как антитезисом является соответствующий антагонист.
Автором идеи синтеза является французский философ Фридрих Гегель. Именно он сказал, что великие идеи могут появиться из самых неожиданных мест. Эти неожиданные места – антагонисты легенды о Корре. Если в «Аватар. Легенда об Аанге» был один злодей, который считался абсолютным злом, антагонистом, которому никто не мог сопереживать, то в «Легенде о Корре» злодеи не являются абсолютным злом. И смотря, например, первый сезон, зритель может даже разделять некоторые идеи Амона. И это именно то, что каждому из нас важно подчеркнуть. Великие идеи могут появиться из самых неожиданных мест. Корра изначально предстает перед нами как агрессивный и беспорядочный персонаж, который не имеет никаких связей с миром духов. Персонаж, который является грубым и не желающим учиться и находить компромиссы. Она очень часто язвит и редко находит общий язык с другими героями. Все 4 сезона показывают нам личностный рост Корры, то, как она преодолевает себя и учится у своих противников. Если Аанг учился у своих друзей, то Корра росла благодаря своим врагам. В первом сезоне, когда Амон демонстрирует свою способность забирать магию у других людей, Корра становится полностью охвачена мыслью о том, что она может потерять свою силу, и в итоге лишиться единственного, что она имеет – ее статуса аватара. Из раза в раз Корра терпит поражение от ее врагов. Каждый злодей побеждает ее. Корра начинает воспринимать себя как плохого аватара. Каждый раз, когда она противостоит какому-либо злодею, она слышит то, что она не нужна этому миру, и то, что всем будет лучше, если она исчезнет. Корра понимает, что является наследником Аанга, возможно, величайшего аватара в истории. И тот факт, что она и приблизительно не сделала столько, сколько сделал Аанг, то, что она во всем уступает предыдущему аватару, сводит ее с ума. И именно поэтому Корра не может найти свое место в мире. Она принимает неправильные решения, терпит поражение от каждого своего врага, и именно это помогает ей учиться. Из раза в раз, проигрывая своему врагу, она учится на его идеях. И это и есть синтез. Тезис сливается с антитезисом. Корра берет лучшие стороны идеологии ее врагов и тем самым растет и находит новые пути для развития. И я неистово рад тому, что мультсериал показывает это достаточно понятно и развернуто. В третьем сезоне Корра буквально становится инвалидом и не может исполнять свой долг аватара на протяжении 3 лет. Она страдает от посттравматического стресса, а также депрессии. Корра думает, что ее проблемы заключаются в ее физическом состоянии, но дело тут совсем в другом. Только тогда, когда она преодолевает свои ментальные проблемы, только тогда, когда она отпускает прошлое, она обретает возможность воспринимать настоящее. Все, что держало ее, были ее внутренние проблемы, и это как никогда свойственно каждому из нас. Пытаться решить проблему поиском внешних изъянов, в то время как настоящая проблема находится внутри нас самих. Корра открыта к новым идеям, и именно поэтому она способна развиваться и не стоять на месте. Корра готова услышать мнение, которое будет абсолютно противоречить ее собственному. Именно таким образом она находит истинные ответы. Если задуматься, то каждый злодей в легенде о Корре частично выполнил то, что задумывал. Благодаря Амону в республиканском городе появилась демократия, и был выбран первый президент Райко, а маги и не маги начали жить в равноправии. Благодаря Уналаку были объединены реальный мир и мир духов, а из-за Кувира и Захира была ликвидирована монархия как государственный строй. Все 4 злодея добились своего. Проблема была лишь в том, что их идеология была возведена в абсолют. Каждый из них считал, что конкретно их философия должна привести мир в согласие, но они зашли слишком далеко. Беда в том, что они полностью потеряли равновесие и слишком увлеклись идеологией. Страны нашего мира всегда метались от одной абсолютистской идеологии к другой, до тех пор, пока не пришли к демократии. Гегелевский синтез был как раз тем, что позволило нам взять некоторые идеи из многих философий и сделать из них одну, лучшую. И демократия не является тем самым политическим строем, который принесет абсолютный мир на нашу землю, но это лишь один из шагов к нахождению той самой идеологии. Вот в чем и заключается вся легенда о Корре. Будь готов к новым идеям и не бойся перемен. 3-й сезон Корры буквально называется «Перемены». Если ты будешь жить в прошлом, то не сможешь воспринимать настоящее. Если ты не будешь готов к переменам, ты будешь всегда жить в прошлом. Если ты не будешь воспринимать противоположные твоим взглядам идеи, ты не сможешь идти в будущее. Я люблю легенду о Корре, ведь это все тоже продолжение моего самого любимого мультсериала. И хотя они и кажутся достаточно разными мультами, но все же они имеют одно сердце. И даже несмотря на это, я абсолютно готов к тому, чтобы разнести Корру в пух и прах по фактам. Так что, если вы хотите увидеть видео о моем уничтожении легенды о Корре, то пишите в комменты что-то типа «хочу разнос Корры» или типа того. Главное, чтобы я понял. Если будет много желающих увидеть такое видео, то я сделаю. Также подписывайтесь на мой Discord сервер и мой 2-й канал, где я выкладываю видео об аниме. Всем спасибо за просмотр и еще увидимся.